Всем доброго времени суток, меня зовут Роман, и ты на канале Volume Trade. И сегодня мы с тобой, как всегда, поторгуем с помощью объема вертикального и горизонтального на рынке бинарных опционов. Попробуем заработать, попробуем отработать несколько формаций и, как всегда, с практикой, с анализом, с полным анализом в закрытой группе в Телеграме. Как у нас проходят торговые сессии, вы наглядно сейчас увидите и можете во всем убедиться сами. Досматривать данный видеоролик до конца, будет много полезной, что самое важное, интересной информации. И по итогу просмотров я попрошу тебя поддержать данный видеоролик лайком, если он тебе понравится, если же нет, дизлайком. И, соответственно, написать свой комментарий, что тебе интересно, что ты хочешь увидеть в следующих видеороликах. Я все комментарии читаю и учту твои пожелания. Ну а теперь поехали! Также перед началом данного видео хотел бы вам порекомендовать сайт мониторинга обменников курсов. Данным сайтом пользуюсь я, то есть для того, чтобы отследить, где наилучшая цена по продаже или покупке той или иной криптовалюты, где вы можете, вот обратите внимание, опять же, два самых топовых обменника на данный момент, это вот два вот этих вот сайта, где вы можете купить или же продать криптовалюту. Здесь публикуются все реальные отзывы от реальных клиентов, то есть если у вас есть пруфы о том, как вас кинул тот или иной обменник, соответственно, вы можете написать сюда, его добавят сюда и, соответственно, добавят в черные списки. По оплате и по покупке вы можете использовать массовое количество, огромное количество всех тех или иных инструментов, то есть такие как Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк, Приватбанк, то есть гривна, казахские тенге, рубли, доллары, криптовалюта, то есть все здесь имеется, вплоть до электронных кошельков Kiwi, WebMoney, Payer и так далее. Вы можете здесь как раз таки даже наличные, тут обратите внимание, имеются, то есть вы здесь можете купить криптовалюту как с электронного кошелька, как с банковской карты, как с кэша и вплоть до наличных расчетов. Также данный мониторинг как раз таки мониторит все имеющиеся обменники и предлагает вам лучшую цену, да, то есть если вы обмениваете крупную сумму, соответственно, теряя на обменнике 15-20% на курсе, это очень серьезно, особенно для крупных сумм. Поэтому как раз таки опять же советую вам данный мониторинг, пользуюсь им лично я и обмениваю на нем или же покупаю себе на спотовые кошельки криптовалюту именно через этот мониторинг обменников. Ссылка на данный сайт будет в описании под данным видеороликом и также в моем открытом телеграм-сообществе, поэтому переходите, если вы хотите купить или же продать ту или иную криптовалюту, пользуйтесь именно данным обменником. Ну и соответственно еще один плюс данного обменника, вы можете добавить все актуальные криптовалюты в ваш телеграм-бот, то есть у них имеется телеграм-бот, где вы можете добавить, создать себе все актуальные криптовалюты, которые по тому или иному курсу вы хотите купить, и просто отслеживать через телеграм, да, то есть вы нажимаете избранные направления и вам выдают как раз таки вот актуальные курсы валют, то есть биткоин 62 тысячи, 90 долларов, эфириум 4143 долларов, Ripple и так далее, то есть вплоть до курса рублей, гривны, казахских тенге и так далее. Поэтому еще раз, ссылка на данный сайт курсов будет в описании под данным видеороликом, переходите, смотрите, наблюдайте, и если, опять же повторюсь, хотите купить или продать ту или иную криптовалюту, пользуйтесь именно данным сайтом курсов. Ну и также перед началом данного видео я хотел бы с вами вот поделиться последними выводами ребят, которые у нас стоят на разгоне. То есть вот обратите внимание, ребята выводят с брокера Binarium, выплаты идут, ребята выводят, все хорошо. То есть вот, кстати, их аккаунты, то есть если у вас имеется аккаунт на таких брокерах как Binarium или же Olymp Trade, то есть вот обратите внимание, Olymp Trade либо Binarium, на Binarium важно, если у вас аккаунт хотя бы месяц существует и вы проводили на нем хоть какую-то минимальную торговлю. На Olymp Trade подходят даже новые аккаунты, главное было, чтобы пройдена верификация, ну то есть никаких проблем с выводами не возникало. Второй момент, ребята, я еще раз повторюсь, я не беру у вас деньги, я беру у вас аккаунты, где вы лично пополняете со своих кошельков, и как вы знаете, с этих кошельков вывести нельзя. Второй момент, вы не зарегистрированы по моей партнерских ссылках, чтобы я просто-напросто, как многие делают, вас сливал, да, и зарабатывал на этом на партнерской ссылке на Ревшаре. Я этого не делаю, то есть вы мне не скидываете, вы не регистрируетесь по партнерским ссылкам и так далее, вы мне просто присылаете аккаунт, где вы пополняетесь минимум на 100 долларов и уже через 5 рабочих дней вы выводите как минимум x2 к своему депозиту. То есть если у вас есть такие брокеры как Olymp Trade или Binarium, где вы, как я и говорю, на Бинариуме
Повторюсь, если у вас аккаунт был создан месяц назад или хотя бы проводилась какая-то минимальная торговля, то можете присылать ему в мои личные сообщения, пополняться на $100, и у вас будет, соответственно, разгон. Вся актуальная информация написана у меня как раз таки в открытой телеграм-группе. Переходите по ссылке в описании. Здесь вы найдете аккаунты ребят, которые уже участвуют в разгоне. Можете с ними пообщаться, поговорить, узнать, как идут разгоны, как идут выплаты, как они выводят, как они отправляют проценты и так далее. То есть вся актуальная информация по разгонам и новостной с торговли также находится в открытом телеграм-канале. Также, вот повторюсь, обратите внимание, вот сегодня мы торгуем две новости, то есть это в 11:00 и в 15:30 по московскому времени, и одну из новостей я дам в открытую группу, как я делал это в предыдущие моменты. То есть вот обратите внимание, мы с ребятами торговали открытые новости в открытой группе, где вы совершенно бесплатно по ссылке в описании можете перейти, проверить мои сигналы по новостям, посмотреть, убедиться, пообщаться с ребятами, которые участвуют на разгоне, также убедиться и, соответственно, если вы желаете на разгон на брокере Alim Trade или Binarium, пишите в открытую группу ВКонтакте, либо в личные сообщения в Телеграме разгон, и я вам скину всю актуальную информацию. То есть вот эта вот плотность сейчас важна нам. Вот она. И смотрите, следующий момент, я смотрю вот сюда, вот в эту свечу, да, вот начинают накупать объем в движении, если его начинают набирать вот в этом движении, именно в движении вверх, а его начинают набирать, то я, соответственно, беру сделку на повышение на минутку. Взял сделочку, теперь ждем закрытия данной сделки. Так, то есть в какие моменты я обращаю внимание, я думаю, я объяснил, чтобы потом не возникало вопросов. Так, даже 3, наверное, возьму, вот так вот округлю, если не заходим. Бешеные объемы торгуются, опять же, связано это, скорее всего, с битком. На рынок это в любом случае будет влиять. Теперь ждем закрытия, да, надо было входить как раз таки в моменте вот в этом, я думаю. Не страшно, если сейчас нас пробивают в обратную сторону, фиксируется вот такая свеча, то можно будет ждать отката в эту зону обратно, то есть вот приблизительно вот так вот, и переворачиваться в другую сторону. Вот, закрываемся мы так, при этом следующая свеча у нас начинает набирать объем, опять же, вот основная плотность важная для меня, вот она находится вот здесь. Жду коррекции в эту зону, то есть вот в этой свече, видите, на пустоте летим в эту зону, откатываем, и, соответственно, если начинают набирать объем в движении вниз, беру сделку на понижение. Так, посмотрим теперь. Обозначу вот так вот момент, куда я смотрю сейчас, в какую точку я наблюдаю. Такой довольно непонятный момент. Смотрите, мы начинаем пробивать эту зону, при этом у нас объем был, присутствовал. Возможно, еще после первой свечи просто коррекция, да? Буду набора ждать, то есть для меня важно сейчас, опять же, смотреть вот в эту зону, то есть горизонтальный объем, на вот этот вот момент, смотреть за набором объемов в нескольких, как минимум в нескольких свечах. То есть если, допустим, да, вот здесь где-то образуется вот плотность, да, вот так вот будет она. Далее я уже буду смотреть на закрытие свечи. То есть если закрываемся вот такой свечой, да, давайте, кстати, выведу картинку фоном для общего понимания. Если у нас закрывается как раз таки какая-то вот такая свеча при образовании плотности, где-то вот здесь, допустим, да, то есть, ну, опять же, при падении это вот такие свечи, при росте это вот такие свечи, соответственно, можно будет пробовать дальше входить в сделку. Так, смотрим, наблюдаем, да, то есть вот она у нас, как я и говорил, основная плотность, на которую мы сейчас реагируем, от которой мы сейчас пробуем либо откупать нас, либо пробивать обратно, но в данном случае нас пробивают обратно, скорее всего, просто ложное пробитие. Они бывают, с тем учетом, что насколько сейчас импульсивен рынок, они бывают, будут, и как бы тоже нужно уметь подстраиваться, как говорится, под рынок. Для меня важно сейчас сделать депозит хотя бы в 35 тысяч, и того у меня будет прибыль за новости, да, с начала наших торгов по новостям, начиная с 10 тысяч, если 35, ровно 25 тысяч прибыли будет. Вот для меня важно именно сейчас 25 сделать. Так.
движение вниз, при этом мы закупили весь объем, точнее всю плотность, зашли за нее, да. Опять же, буду ждать теперь, то есть, ну, примерно, где я вижу уровень сопротивления, уровень поддержки, прошу прощения, в данном случае, это вот эта зона, да. Мы видим здесь, что нас отталкивали, еще раз отталкивали, да, эту зону не сразу пробили. При этом, если у нас, опять же, вот в эту зону сейчас мы войдем, и вот здесь будут образовывать объем, опять же, образовывать накопление, то будет являться сигналом на ход на повышение. Если же мы пробиваем эту плотность на пустоте, или же набираем объем в движении вниз, то есть мы, опять же, набрали объем, но свеча закрывается, допустим, вот так вот как-то, это будет являться сигналом на то, что мы пробили данную область и будет движение вниз. Будем смотреть постфактум. Далее, смотрите, у нас видим, да, что возвращается цена обратно в зону накопления, то есть нас притягивают к зоне накопления. Непонятно еще, что мы будем делать, то есть вот она, опять же, зона накопления, мы можем уйти на повышение, можем уйти на понижение, опять же, смотреть на свечи, внутри свечи, что у нас происходит, и на закрытие свечи, то есть если закрываемся выше этого объема, то есть вот пошла свеча, при этом мы набираем объем внутри свечи и закрываемся здесь, является сигналом. Опять же, является сигналом после того, как у нас идет подтверждение в следующей свече. Сейчас буду показывать это все более детально, как только появляется сигнал. Так, начинают накидывать объем в движении вниз. Вот здесь у нас, смотрите, образовалась одна небольшая плотность, то есть можно фактически перетянуть вот этот уже уровень немножко ниже. То есть нас все еще толкают на понижение, при этом давят и накидывают объем. Смотрим на закрытие данной свечи. Да, ушли в зону пустоты. Примерно помню, что у нас вот в этой области имеется уровень поддержки. Обратно нас откупают к зоне накопления, обратите внимание. Теперь важно, опять же, как я и сказал, дождаться закрытия данной свечи. И если у нас образуется какая-либо сигнальная свеча, можно будет пробовать входить в сделку. Наблюдаем. Вот свеча 18.06, вот она основная плотность, закрываемся ее ниже. Смотрите, коррекционное движение, вот оно коррекционное движение, при этом минимальное количество тиков. В обратную сторону присутствует тик, соответственно я беру сделку на понижение на минутку. Смотрим, что будет происходить. Конечно, хорошо бы поймать как раз таки импульсное движение, из коррекции взять на понижение, но я думаю, движение сейчас пойдет. Доллар у нас действительно начинает продавливать и, скорее всего, даже пробьем уровень поддержки, который мы с вами ранее отметили. Наблюдаем, смотрим. Очень импульсные движения на рынке, прям безумно. Так, сейчас я опять гляну биток с телефона. 67 700, да, торгуется. Но по итогу мы собираем плюс, да, и движение цены пошло на понижение. Опять же, на что мы обращали внимание? Смотрите, давайте еще раз разберем. Пошло вот это движение цены на понижение, вот это движение. Так, да, вот этот получается, нет, подождите, 18.06, да, правильно. Вот это движение, вот закрытие свечи происходит. Смотрите, вот здесь образует вот эта плотность, да, то есть вот основная плотность. Но вот в моменте, когда у нас шло вот это вот как раз таки вот эти 3 15-секундные свечи, в этот момент у нас набирали вот эту плотность, вот этот объем. То есть эти тики у нас увеличивались. Далее, закрытие свечи происходит вот так, то есть вот она основная плотность, закрытие ниже этой основной плотности. Далее, что у нас происходит? У нас происходит коррекция. При этой коррекции мы с вами видели, что у нас вот такие пустоты были, то есть минимум количества тиков. Далее, в обратную сторону, когда появляется первая тень, вот в этом моменте, давайте уберу лишнее, чтобы вот эта вот тень появляется у нас, образуется объем, образуется тот момент, что у нас накидывают объем в движении вниз. Второй момент, у нас образуется вторая свеча с тенью, опять же 15 секунд, в ней же мы с вами тоже видим объем, соответственно я взял сделочку на понижение и в итоге получил плюс. Поехали торговать дальше. Так, 1461 возьму. Свеча 18.08, хороший у нас объем образовался, да, то есть внутри свечи мы с вами видим. Сейчас давайте
вот внутри вот этой свечи у нас в нижней части накопили объем, при этом закрытие ниже, но смотрите, по горизонтальному объему я не вижу этого накопления, да, то есть вот здесь у нас относительно примерно одинаковый, да, то есть вот здесь начинают накапливать объем, начинают набирать этот самый объем, но вот именно внизу у нас этого объема нету, то есть у нас нету вот этой самой выпуклости, да, то есть что у нас должно появиться? У нас должна появиться та самая вот, ну, то есть вот как вот здесь видим выпуклость, да, вот выпуклость объема. Вот здесь, если бы у нас появилась такая же выпуклость и вот такая свеча, являлась бы сигналом на то, что мы, скорее всего, пробили данную зону, можно было как раз таки перетянуть основной уровень сюда и пробовать входить дальше на понижение. Но так как у нас не появилась этой зоны, соответственно, я не стал входить. Смотрите, что у нас происходит далее. У нас происходит коррекционное движение до основной плотности, при этом в свече 18.09 у нас нету объема, в свече 18.10 у нас происходит некая борьба в данном промежутке времени, я не заметил, куда у нас набирают основной объем, но вот сейчас вижу, что вроде бы как набирают объем в движении вниз. В любом случае я буду ждать закрытия, буду ждать подтверждения, только по постфакту входить в сделку. Сейчас, секунду. Так, продолжаем. Что у нас происходит? Так, не подвисло, все работает, отлично. Смотрите, свеча 18.11 в данном случае, опять же, мы находимся на основном объеме, у нас происходит борьба. По свече 18.11 вижу, что вот эта свеча у нас как по факту, да, сама слишком маленькая, то есть вот этого объема, скорее всего, не хватило, чтобы пробить вниз, и мы видим дальше движение цены на повышение. Опять же, буду ждать, если сейчас закрываемся выше, где-то вот в этих промежутках, то есть выше основного объема, при этом у нас объем будет внутри свечи, соответственно, это будет сигнал на то, что мы пробили данный уровень в противоположном диапазоне, и можно будет входить в сделку на повышение. Также линию тренда сейчас выведу. Для чего? Для того, что потому что вижу в данном случае вот эту вот отмечу для себя, в принципе, вот можно вот так даже по теням выстроить зону. И в данном случае вот цена у нас находится на этой области. Да, вот смотрите, появляется свеча, появляется объем в движении вниз, у нас основная плотность в верхней точке, то есть у нас вот такая формация. Жду коррекции в обратную сторону, вижу, да, что у нас начинают накидывать объем в движении вниз. Смотрим, опять же наблюдаю за объемом, будет ли у нас в обратное движение сейчас на обросы, опять же накопление тиков. Если оно у нас будет, то, соответственно, пробую входить в сделку на понижение. Смотрим, наблюдаем, да, вот смотрите, движение на пустоте, в движении вверх, заходим практически за объем. И вот только-только начинают накидывать объем в движении вниз. Взял сделку на минуту, опять же, не совсем уверенная ситуация, признаю, здесь довольно опасная ситуация. Объем как таковой пустой, но я думаю, за счет свечи 18.12, за счет как раз таки формации с сигналом у нас пойдет движение вниз. По крайней мере, буду на это надеяться, но, опять же, не страшно, если закроюсь минусом. Смотрим, что будет происходить. Но постфакту, да, вот свеча 18.13 опять же закрывается за основным объемом. Здесь мы видим на горизонталке, что цена находится как на таковом, вот где-то вот так вот, да, в середине основного объема. Поэтому еще нету как такового точного показателя на то, что у нас пробили или же откупили цену, и мы пойдем либо вверх, либо вниз. Но опять же, за счет свечи 18.12 я все-таки рискнул и шел в сделку на понижение. Но по факту видим, да, что у нас происходит импульсное движение, возможно ложное пробитие, потому что тени у свечей очень длинные, и по итогу я даже закрываюсь плюсиком, да, на удивление, даже на мое удивление, я не ожидал, что закроюсь плюсом, но плюс все-таки получился. Так, смотрим, наблюдаем. Дальше, опять же, свеча 18.14 у нас формирует объем. Видим, да, что основная плотность у нас вот в этой области находится. Как она у нас сейчас закроется, но в данном случае, да, у нас вот тень сверху, тень снизу, рынок все больше и больше начинает импульсивить. Я думаю, ликвидность у нас слишком сильно уже повышается на данный момент, прям очень отчетливо это видно. Импульсы, импульсы, еще раз импульсы. Смотрим, опять же, цена у нас находится на основной плотности, видно, отчетливо, опять же, видно, что мы находимся на основной плотности. Свеча 18.14, хоть у нас и закрылась выше, внутри свечи выше основной плотности, но мы с вами видели, где у нас происходит закрытие, да, постфакту свечи, в середине как раз таки.
В данном случае мы вот идем вниз, при этом у нас набирают какое-то минимальное количество объемов, но опять же, смотрите, у нас этот объем сразу же пытаются откупить, то есть большим количеством тиков мы уходим обратно в зону накопления, в зону борьбы между покупателем и продавцом, и опять же просто ждать. Но думаю, закрытие свечи вот произошло. Смотрите, опять же, объема в свече, я думаю, да, видно, да, что здесь в данном случае его меньше, допустим, чем вот здесь, да, где был хороший, допустим, сигнал, либо чем вот здесь, опять же, где присутствует наличие хорошего объема. Плюс основной объем, смотрите, расформирован по всей свече, да, хоть мы и закрылись ниже, то есть мы закрытие произошло вот здесь, а при этом мы вышли вот с этой области, закрылись намного ниже. За счет того, что у нас объем в движении вверх присутствовал, то есть если опять мы возьмем, переключимся с минутного графика на, допустим, 15-секундный график, чтобы посмотреть внутри свечи, то вот в этом откате, вот в этой 15-секундной свече мы с вами увидели, да, что у нас присутствовал объем, и вот это вот как раз таки накопление внутри свечи было набрано при вот этом откате. О чем это может говорить? О том, что как раз таки в данном случае произошло пробитие данного уровня, точнее не пробитие данного уровня, а откат от данного уровня на пустоте, то есть не было реальных продаж от игроков, которые бы сподвинули рынок дальше на понижение. И в данном случае, вот смотрите, свеча 18-16, у нас очень хорошо ее откупают, объем в нижней области, но при этом, опять же, на горизонтальном графике мы с вами как такового объема не видим. О чем это может говорить? О том, что как раз таки в этой зоне нету накопления, нету объема покупателей, или же в данном случае именно покупателей, как внутри свечи, и входить в сделку на повышение будет не совсем уверенная сделка, возможно получить просто минус или импульс дальше вниз. Так, смотрим, наблюдаем. Опять же, я делюсь своей стратегией, как я работаю по объему, что я делаю по объему, ну то есть... Хотите, верьте, хотите, нет, хотите, воспринимайте мою информацию, хотите, опять же, нет. Смотрите, свеча 18-17 у нас входит в зону накопления, при этом у нас ее сразу же откупают. Объем, как такового объема я, если честно, не заметил в свече, именно в движении вниз. Поэтому буду ждать следующего подтверждения. Но в данном случае, вот именно здесь, вот именно при таких ситуациях, когда у нас одна огромная плотность и цена просто ходит от этой области, да, торговать не совсем правильно, да, то есть это не совсем верная торговля, и я бы назвал ее довольно рисковой. Почему? Потому что когда вы видите, да, допустим, опять же, предыдущую нашу трансляцию, когда мы с вами видели, вот здесь накопление, да, образуется, вот здесь накопление образуется, вот здесь накопление, да, то есть у нас как минимум есть 3 точки опоры, от которых можно отталкиваться, да, и мы видим закрытие выше, ретест, ушли на повышение, да, опять же, закрытие ниже, ретест, ушли на понижение, да, то есть мы с вами отрабатывали вот эти 3 зоны, и при этом, да, опять же, довольно рынок был менее импульсивный, во-первых, мы с вами могли отрабатывать эти зоны, могли как-то видеть эти зоны, да, какие-то накопления, где они образуются и как они образуются, и, соответственно, их правильно отрабатывать. В данном же случае мы с вами видим одну огромную основную плотность, да, то есть она у нас растянута, если, опять же, растянуть сейчас прямоугольник и пометить вот этот уровень и вот этот, то есть давайте ради примера, опять же, это обозначим, да, уровень 1.16.475, найдем его, он находится вот здесь. Уровень 1.16.453. Вот, да, и если мы с вами выведем сейчас прямоугольник, то вот она у нас одна большая плотность, где мы набираем объем. Да, вот она, вот эта вот треугольник, вот эта коробочка, где мы набираем объем. Из этой коробочки фактически что нужно ожидать? Нужно ожидать либо выхода вниз, закрепления, при этом набор плотности и вход на понижение, либо обратно же выход вверх, закрепление, набор плотности и обратно выход, входить в сделку на повышение. Поэтому, видите, опять же, мы с вами сейчас пробуем, ну, в данном случае я пробую просто отрабатывать вот эту коробку, вот эти микроимпульсы, микродвижения, то есть микрозакрытие цены и пробовать на этом заработать. Но это не совсем правильно. Опять же, это все приходит с опытом. Как только вы набираете этот, скажем так, опыт, вы поймете. Опять же, ребят, это прям... Вот вы начнете понимать рынок, начнете понимать как раз таки это движение. Вот в данном случае вот только происходит выход из этой области, да, то есть вот в этой свече у нас, смотрите, произошел выход из данной области, при этом у нас объема как такового я пока что не вижу в движении вниз. То есть, скорее всего, мы сейчас обратно вернемся в эту коробку, где-то будем проторговываться, возможно, будет появляться фигурка, давайте я ее выведу, фигурка треугольник, двухсторонний треугольник, который будет поджимать вот, допустим, вот с этой зоны
и где-то вот с этой зоны. Вот где-то вот так вот, да, и как только у нас выйдут из этой коробки, соответственно, можно будет пробовать куда-то входить, что-то предпринимать и входить более уверенно. Но в данном случае, опять же, мы торгуемся в этой микрокоробке и ловить можно только микроимпульсы. Вот смотрите, происходит выход, при этом начинают набирать, вот потихоньку начали набирать объем, но закрытие свечи у нас происходит вот это как раз таки доджиком, молотом перевернутым, если хотите, скажем так, правильно, ну, а что является сигналом на вход на повышение. То есть у нас уже есть разногласия, скажем так, с этой свечой, да, во-первых, у нас опять же объем, смотрите, находится в этой области, закрытие приблизительно на этом объеме, при этом свеча закрывается где-то вот в этой области, опять же, на основном объеме, мы с вами видим, да, что с коробки мы этой все еще не вышли, соответственно, в данном случае, чего стоит ожидать, просто, опять же, дальше выход с коробки. Свеча 18.21, смотрите, вот касается у нас уже линии поддержки, нижней линии поддержки. Смотрим, да, что объемов свечи опять же нету. Скорее всего, чего можно будет ожидать, это опять же возврат в предыдущую зону накопления. Но будем ждать, возможно, под конец у нас накинут объем. При этом, смотрите, у нас вот здесь, при этом всем у нас вот здесь начинают формировать потихоньку некую выпуклость с объема. Да? То есть, возможно, зона накопления у нас уже будет вот здесь, которая также будет цену откупать. И при этом всем у нас вся основная плотность вот превратится вот в такую потом, вот в такое накопление. И основную коробку, скажем так, вот этот прямоугольник, можно будет перетягивать уже вот в эту область. Смотрим, что будет происходить, и, возможно, попробуем еще куда-то войти. Ну, как только появится более уверенный сигнал, я также попробую зайти. Наблюдаем. Вот свеча 18.22 начинает какой-то объем примерно накапливать. Да, вот смотрите, внутри свечи видно. При этом у нас вот здесь основная плотность формируется. Если мы сейчас закроемся где-то вот в этой области, то, возможно, будет являться этот момент сигналом на вход на понижение. И я попробую с коррекцией войти в сделочку вниз. Прямоугольник я уже вот перетяну вот сюда, то есть мне привычнее работать все-таки с микроплотностями, нежели с основной какой-то плотностью. Смотрите, в свече 18.22 вот она основная плотность, сигнал, то есть у нас фактически является, действительно присутствует. Далее свеча 18.22 произошла коррекция, но я не увидел, то есть вот в этой тени не увидел в обратную сторону накопления, набора объема. Вот только-только его вижу, так. Только-только начинаю видеть объем какой-то, накопление объема, смотреть буду сейчас за набором объема. Вот, ретест в обратную зону, при этом на пустоте, обратите внимание. Начнем набирать объем, как только. При этом, опять же, основная плотность, вот она у нас находится, цена к ней подошла. Буду наблюдать. Ну, в данной свече 18.23 я не увидел, хотя нет, вот вижу объем. Не успел войти в сделку. Да, вижу объем, присутствует, блин, не совсем повезло с открытием сделки, да, взялся на пике, так сказать, точнее на просадке, но посмотрим, что будет по факту. Если мы начнем продавливать, то есть в свече 18.23 я хоть и увидел объем движения вниз, но тут была, опять же, рискованная ситуация, довольно непонятная, то есть у нас как вниз его набирали, так и вверх. Надеюсь, что все-таки произошло действительно пробитие точнее, и как треугольника, так и коробки с накоплением, и мы пойдем на движение вниз. Но вот с открытием это просто что-то, да, это фейл действительно. Открылся максимально неудобно. То есть прям вот, ну, сами наблюдаете, я думаю, момент. 17 секунд, 15, 14. При этом в свече 18-24 вижу объем в движении вниз был набран. 9. Держу пальцы скрещенные пальцы на то, что 3, 2, 1, 0. Плюс. Отлично. Отлично. Заработали. Пальцы, так сказать, помогли. Круто. Продолжаем. Фух, аж немножко вспотел. Так, ну в принципе мне осталось до 5200 рублей, поэтому даже давайте вот так остаток возьмем, то есть 339 рублей. 616 выйдет, получается, по итогу. Беру их и поехали наблюдать. Вот смотрите, начинают опять же формировать вот здесь объем. Так, вообще, как меня, давайте я сейчас с телефона зайду в чатик.
Как меня слышно? Как меня видно? Напишите, пожалуйста, в наш чатик. Так, слышно хорошо, все, отлично, вижу. Отлично. Если слышно хорошо, это хорошо. Поехали наблюдать. Смотрите, мы видим, да, нас начинают опять же, ну вот как я и говорил, да, ранее, смотрите, у нас сформировали просто одну огромную плотность, и вот эту как раз таки коробку, да, вот этот прямоугольник можно просто растянуть уже, так, сейчас, вот так вот, да, постфакту, вот так вот. И вот она у нас коробка накоплений, где мы просто торгуемся тут в ту или в обратную сторону. Так, вижу, у нас появляется что-то типа сигнала, свеча 18.25 закрывается ниже, при этом присутствует объем. Далее коррекция в зону накопления, то есть вот она, да, ближайшая максимальная выпуклость, да, вот если мы с вами посмотрим, вот она у нас выпуклость. При этом всем, опять же, смотрите, начинают набирать объем в движении вниз, то есть вот он, да, вот оно у нас накопление пошло в движение вниз при появлении вот этой тени. Это все очень просто, если просто правильно начать это понимать, научиться это понимать объем, вы начнете заключать прям максимум прибыльных сделок. Это реально так, ребят. Смотрим, что будет происходить. Мы увидели с вами набор объема, при этом предыдущая свеча у нас сигнальная, свеча 18.25. Но в данном случае, опять же, надеюсь на то, что не получится какого-то вот этого импульсного движения и закроюсь плюсом. Смотрите, в данном случае свеча 18.25, свеча 18.24 у нас закрывается по формации, именно вот в этой формации, первой формации при падении. Хорошо, значок хорошо мы с вами видим. С ретеста заходит в сделку на понижение, по стрелочкам также видим. Мы с вами видим движение закрытия свечи 18.24 вот в этой области. Объем у нас в верхней точке. Свеча 18.25 закрытие ниже основной плотности, при этом закрытие вот здесь. Ретест в основной объем, в основную плотность, которая у нас находится вот здесь. А вот здесь давайте еще раз просто нарисую. Вот она, основная плотность. Да? Если мы с вами протянем, наведем 1.16.451. 1.16.400, так, 51. Где-то вот здесь. Так, 400, 1.16, 400, так, 44. Так, 1.16.45, да? Вот здесь, вот она, основная плотность. Смотрите, свеча 18.24, еще раз. Закрытие свечи, вот она, да, то есть вот она закрытие свечи. Далее, смотрите, по формации мы с вами видим закрытие свечи, ретест, заход в сделку. Закрытие свечи, ретест, вошли в сделку. При этом у нас присутствовал объем. То есть первый момент, на который вы должны обращать внимание, это еще раз горизонтальный объем. То есть он вам дает понимание о всей картине, которая находилась за весь пройденный промежуток времени. То есть если я вот возьму 40 свечей сейчас выставлю, мы с вами видим, да, что основная плотность у нас находится вот здесь, на этом уровне. При этом у нас вот здесь есть небольшая выпуклость, вот здесь есть небольшая выпуклость, вот здесь есть небольшая выпуклость. Это микроуровни, да, то есть если вы в стакане видите вот здесь какие-то конкретные числа, да, и в данном случае вот здесь можно условных 1000 контрактов в принципе проторговано было именно в данном случае именно на продажу, где основной объем, да, цена может притянуть этот объем обратно, да, то есть, точнее, объем этот может цену притянуть обратно, потому что здесь максимальное количество, проще говоря, контрактов, если мы будем опираться, опять же, на стаканцы. Вот эти микро, это количество контрактов поменьше, да, то есть условных 500 контрактов, может быть 300 контрактов, да, опять же, вы наводите на эти значения и видите, сколько здесь тиков. От них, отталкиваясь от них, вы уже заключаете сделки. То есть, если вы видите, да, произошло, давайте опять же уберу все лишнее, произошло пробитие, да, точнее подошла цена к этой зоне, вот в данном случае видим импульс, да, при этом закрылись мы где-то вот в этой области, выше основного объема, который у нас вот здесь. И у вас появилась уже формация внутри свечи, да, как вот в свече 18.28, давайте ее более крупно сделаю, опять 20 свечей, видим, да, что вот он основной объем, вот он, да, вот он. Закрытие произошло выше этого объема как на горизонтальном графике, так и внутри свечи, то это является сигналом. Вы дальше уже как по формации, по картинке, вы ждете ретеста, вошли в сделку. Ну, в данном случае вот здесь, вот эта формация. По итогу, смотрите, ребят, опять же, все открыто показываю. При вас, в принципе, могу сейчас поставить сделку точнее, заявку на вывод. Транзакция. Пополнение на 10 тысяч, точнее 9990 рублей. Все сделки вы также можете посмотреть.
Опять же, могу при вас сейчас поставить заявку на вывод, но я это сделаю, скорее всего, к концу недели, буду фиксироваться по итогу новостей, торговли по новостям и, в принципе, торговли вместе с вами вот в группе. То есть все вы видите демонстрацию экрана. Смотрим, да, так давайте я сразу скину еще плюс последнюю сделку в чатик. Все видите, все наблюдаете, опять же, 35 тысяч в итоге, да, то есть за 2 недели, ну, условно, 2 недели торговли по новостям, плюс у нас всего 2 сессии было в группе, мы с вами, ну, точнее, я думаю, если вы бы делали все так же, как, грубо говоря, я, то есть торговали по правилам, вы бы, в принципе, вы должны заработать. Ну, как минимум, должны заработать. В данном случае у меня просто прирост к депозиту 25 тысяч рублей. 25 200 рублей, да, если точно, 25 270 или 217. Как-то так. Даже 317, потому что пополнялся на 990. Как-то так. Я вам все подсказываю еще раз, опять же, открыто. Надеюсь, вы информацию усваиваете. Надеюсь, она вам понятна. И надеюсь, интересна. Жду потом рецензии в чатик. В общем, всем огромное спасибо, кто пришел. Кто со мной сегодня сидел, наблюдал, слушал. Надеюсь, было интересно, надеюсь, было понятно. Ну и увидимся с вами уже завтра. Опять же, отрабатываем по новостям. Вот, кстати, сырую нефть я вот какой раз убеждаюсь, что не стоит ее торговать, но многие просят, давай больше сигналов. Приходится, и в итоге ловим фейлы. Сырую нефть, скорее всего, больше надо вот прям записать будет себе и повесить на монитор, что сырую нефть я не торгую. По новостям завтра первая новость будет торговаться в 12:00, вторая новость 13:00, третья новость у нас будет в 15:30. Потом выступление, ну и в целом 17:00 тоже можно отработать. То есть по факту мы с вами отрабатываем завтра 1, 2, 3, 4 сигнала. Завтра, думаю, будет денек, в принципе, без единого минуса, и все будут сделки по плюсам. Ладно, всем хорошего вечера, всем пока. Увидимся с вами завтра в 12:00 по московскому времени.